Всем привет! Это моя бензопила штилем S180. Данная пила отработала практически 2 года. Работала она у меня как на мелких всяких ветках, на разных досках, так и на больших бревнах. Особенно первые полгода, пока у меня не появился штилем S261. Распиливала она большие стволы, там в районе 70 сантиметров. Да, тяжело, понятно, это бытовая пила, и для таких задач она не предназначена, но если нужно, она справится. Вот. Хорошо пила работает на диаметрах 20-25, прям отлично она нормально пилит. Вот. Но если нужно, ей можно перепилить и стволы по 50 сантиметров. Вот. И, собственно, за эти 2 года у меня уже сложилось некое впечатление о данной бензопиле, и сейчас я с вами им поделюсь. Итак, какие же плюсы имеет данная пила? Ну, первое — это вес, то есть она легкая, ее вес полностью снаряженный, то есть шина, цепь, полный бак масла, полный бак бензина, менее 5 килограмм, что-то в районе 4,8, где-то так. Еще один плюс — это ее надежность. Пила надежная, неприхотливая, никаких проблем за 2 года с ней не было. То есть в любой момент пила заводится, работает, делает свою работу. Вот. Наработка данной пилы на данный момент — это 5 полностью сточенных цепей. Сейчас стоит уже 6-я цепь, поэтому считайте сами. Цепи точатся напильником, поэтому одной цепи хватает на достаточно много заточек. Еще один плюс — это наличие расходников и запчастей. То есть практически в каждом селе на эту пилу можно купить любые запчасти. Расходники, там фильтра, воздушные фильтра. Цепей много разных производителей: Штиль, Орегон, Husqvarna. То есть с расходниками и запчастями проблем вообще никаких. Ну а теперь поговорим о ее минусах. В принципе, любая пила имеет какие-то недостатки, недоработки. И с штилем S180 не стал исключением. Ну и самый главный минус данной пилы — это воздушный фильтр. Как все знают, этот фильтр у нас пропускает пыль именно по месту прилегания. Вот по вот этим вот местам подтягивает мелкую вот такую вот пыль. Такая пыль встречается чаще всего на сухостое, либо же если вы плохо заточили цепь. В моем случае это был распил всяких трухлых досок и сухого дерева. Вот. Поэтому это самый главный минус данной бензопилы. Это вот именно воздушный фильтр. Второй минус — это не совсем, конечно, минус. Все-таки пила для бытового использования. Это вот эти вот резиновые амортизаторы. То есть пила у нас полностью стоит на резиновых амортизаторах, за счет чего, если вы работаете много, где-то от 3 часов и больше в день, руки начинают уставать, потому что вибрация все-таки на данной бензопиле сильнее, чем на любой профессиональной. Ну и последний минус — это ее цена. Цена достаточно таки немаленькая. Данная пила стоит как 3 китайских, ну в среднем. Вот. Но эта цена компенсируется качеством, потому что данная пила, если ее покупать для частного использования, ресурс данной пилы примерно 10 лет. У кого-то она отхаживает 15 лет, то есть особых проблем с этим нет. Итак, кому подойдет данная бензопила? Данная бензопила подойдет отлично для дома, напилить машину вторую дров. Также данная пила хорошо подходит для обрезки сада. Отлично подойдет для кровельщиков, то есть для работы на крыше, обрезать доски, стропила и так далее. Также данная бензопила, в принципе, подойдет как первая пила, которой можно немножко подзаработать денег, то есть походить на подработки, кому-то напилить, там, соседу дров, еще кому-то, то есть вообще без проблем. Но опять же стоит понимать, что это бытовая пила. Если вы собираетесь там постоянно ходить на подработки, то есть там по несколько раз в неделю пилить там по 10 кубов дров, то, наверное, все-таки лучше взять что-то помощнее. И с пружинами. То есть, к примеру, 231
или 251. Но данный штилек показал себя отлично вообще. Пилу нагружали сильно, то есть пилили стволы диаметром до 70 сантиметров. Да, это был каштан, мягкое дерево, но все же. Орех пилился 50 сантиметров в диаметре. Пилились корни. Пила также участвовала на расчистке участка, пилила молодняк. Вот, пилила доски всякие, двери деревянные, в общем, крышу, то есть делали крышу, пилили доски. То есть наработка достаточно большая у данной пилы, и с ней вообще никаких проблем не было. Нигде никакой болтик не подтягивался, то есть пила завелась и пошли работать. Единственное, что делалось, это менялся топливный фильтр, и раз 5 менялся воздушный. Ну и цепь подтачивалась и менялась, если она уже изношена. Все, в остальном все родное, все в оригинале. Ну да, еще менялась звездочка, потому что прошлая уже выработалась. Сейчас стоит новая. Основные рекомендации по данной пиле — это как можно чаще очищать воздушный фильтр и со временем менять его на новый. Вторая рекомендация — это всегда острая цепь. Пила все-таки имеет 2 лошадиных силы. И если цепь подсела, уже давить и пилить она не будет, так как это может делать мощная пила. Поэтому всегда заточенная цепь. Это опять-таки у вас не будет сильно засоряться воздушный фильтр, потому что не будет гнать пыль. Вот. И пила будет себя чувствовать отлично. Ну а теперь в конце давайте разберем, посмотрим, в каком состоянии поршневая. Сейчас сниму глушитель. Напоминаю, здесь у нас двигатель 2MIX. Это можно понять по вот такому вот воздушному фильтру, который у нас разделен. На старых обычных 180-ках здесь у нас просто круглое отверстие. Еще на 2-миксовых пилах у нас имеется вот такая вот свеча маленькая. Под резьбу на 10. Поршень у нас выглядит отлично. Имеются заводские насечки для удержания масла. Немножко подтертый. Но это все рабочие моменты. Но у меня на этом все. Что вы думаете о данной бензопиле? Пишите в комментарии. Всем пока.